Друзья, всем привет! Сегодня 18 марта, выходной, воскресенье, и предлагаю его провести вместе с нами. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Погнали! Итак, друзья, мы сейчас находимся на третьей линии возле греческого заведения с греческой кухней. Я вам его уже показывал. Вот так вот выглядит, вот так вот называется. Решили зайти покушать. Что будет интересно, я буду все показывать. Смотрим. Так, друзья, зашли в это греческое заведение. Вот таким образом здесь выглядит интерьер. Очень прикольно, все стилизовано. Единственное, смущают искусственные цветы. Я всегда считаю, что искусственные цветы в декоре это такой мувитон. Не знаю, поддержите вы меня или нет. В общем, сделали заказ, заказали сауваки со свининой и апельсиновый сок. Ждем, сейчас принесут, все покажу. Итак, друзья, нам принесли наш заказ. Вот таким образом выглядит. Вот так вот сауваки. В общем, греческая шаурма. И апельсиновый сок. Тоже красиво, симпатичная подача. Сейчас будем пробовать на вкус. A few moments later. Так, друзья, рассказываю. В общем, покушали. Все очень вкусно и достаточно сытно оказалась эта пицца. Там свинина, картошка фри, соус такой интересный. В общем, могу рекомендовать. Ссылочку на геолокацию этой точки, в общем, оставлю в описании. Смотрите. А еще прикол, мы третий раз уже здесь, и нам приносят вот комплимент от шефа. Вот таким вот образом он выглядит. Вот такой вот десертик с бананчиком. Там какая-то печенька, залитая, собственно, шоколадом, и сверху бананчиком все это. Очень вкусный десерт. В общем, рекомендую. Я думаю, вам тоже с удовольствием сделают такой комплимент. Так, друзья, покушали, все отлично. Сейчас с вами немножко прогуляемся. Какой-то определенной цели нету, будем идти. Что будет интересно, я буду все показывать. Смотрим, не переключаемся. Так, идем. Пейзажи пока не меняются. Мы решили на 4-ю линию свернуть. Здесь, смотрите, какой ретро-автомобиль. Прикольно выглядит. Не знаю, каких годов, но выглядит круто. Приборная панель крутая, впечатляет. Хотели бы прокатиться на таком автомобиле? Встречаются вот такие арт-объекты просто на улице возле какого-то отеля. А так пейзажи не меняются, все пока что выглядит примерно одинаково. Здесь вот такое вот интересное здание, строящееся. Не знаю, как давно оно строится, выглядит вот так. Большой перекресток, много кафе. Зачастую вот тротуары во Вьетнаме выглядят вот таким образом. Просто все заставлено байками, и пройти практически невозможно. Приходится выходить на дорогу. Мы уже на 5-й линии. Так глубоко мы еще не заходили. Да нет, заходили на самом деле, когда на рынок ходили. Идем гуляем, это уже, наверное, 6-я или 7-я линия. Такая вот красота и прикольные домики, архитектура. И соседствует это вот все с такими небоскребами. Конечно, контраст большой. А вот здесь вот интересно, смотрите, какое здание. Вот это розового цвета, там такие балконы. Выглядит очень круто. Сейчас подойдем поближе. Интересно. Там вот какая-то пагода, что ли, находится. Вот там торчит шпиль. Сейчас попробуем дойти посмотреть. В общем, мы дошли до этого места, где торчал вот шпиль. Видимо, это храм буддийский. Но он на реставрации. Вот таким образом все выглядит. И вот картинка, как будет все выглядеть уже, когда реставрационные работы закончатся. Такие дела. Сейчас первый раз увидел, что здесь белят деревья. Вы когда-нибудь видели побеленную пальму? Прикольно. А здесь какое-то засилье животных. 2 котика вот такие вот красавчики. Это продолжение рубрики у меня было в Казахстане котики Актау, а здесь котики Ничанга.
Такой вот красавчик. А здесь пёсели. Дальше у нас такие вот красавцы. Прикольный. Побежал. Интересно. А говорят, вьетнамцы не любят кошек. Сам об этом же писал в своем телеграм-канале. Кстати, если вы еще не подписаны на него, обязательно подписывайтесь. Так, пока продолжаем идти, хотелось бы поделиться с вами актуальной информацией. Такой вопрос задавали. Повышают ли здесь цены на жилье, когда начинается сезон? Однозначного ответа у меня не было, потому что вроде бы туристов мало и предпосылок нету, и сами с такой ситуацией не сталкивались. Так вот, последний раз мы оплачивали, у нас сейчас заканчивается договор на аренду нашей квартиры, и, соответственно, мы подняли вопрос о продлении ее. Наш агент созвонился с хозяйкой, хозяйка сказала, что хочет повысить стоимость на 1 миллион. Мы такие сразу no. Она сказала, ладно, тогда 500, но дешевле не отдам по той же цене. В общем, мы сейчас в раздумьях, будем ли мы продлять эту квартиру, либо рассматривать какие-то другие варианты. Поэтому имейте в виду, сезон приближается и цены на жилье будут повышаться. Ребята, мы нашли в Ничанге магазин со свадебными платьями. Вот так вот называется. Если вдруг кто захочет отпраздновать свадьбу в Ничанге, во Вьетнаме, welcome. Я думаю, они вас будут ждать. Итак, друзья, мы с вами находимся на таком оживленном перекрестке, а здесь вот такая вот красота. Здесь располагается кафедральный собор Святой Марии. Одна из главных достопримечательностей города Ничанг. Сейчас пройдем, попробуем прогуляться по этой местности, посмотрим, что будет интересное, смотрим. Вот так вот выглядит территория храма. И здесь установлена вот при входе статуя Святой Марии. Итак, вот мы поднимаемся. И здесь вот такая вот красота. Храм, конечно, выглядит очень величественно. Храм построен в 30-х годах 20 века. Это колониальное наследие, оставшееся от французов. Интересно, и храм построен на возвышенности. Здесь когда-то была большая скала, которая возвышалась над городом. В многих путеводителях можно прочитать, что храм виден с любой точки города, но на самом деле это не так. Это было давно, потому что этажность города Ничанг выросла со временем. Здесь уже появились большие небоскребы, и сейчас, конечно, этот храм уже не виден с любой точки города. Когда-то это было именно так. Но выглядит, конечно, впечатляюще и очень красиво. Здесь вот такое вот изображение святых. За спиной статуи Святой Марии. Эх, ребятушки, к сожалению, сегодня храм посмотреть не получится и подняться к нему, потому что он закрыт, территория закрыта. Здесь вот висит график, режим работы с 5 до 16:30. К сожалению, мы не успели по времени. Но это, как я говорю, хороший повод вернуться. Мы еще обязательно посетим с вами это место. Поэтому не расстраивайтесь, все еще впереди. Ребят, смотрите, тут сидят мужчины вдоль дороги, а у них в клетках такие миленькие кролички, такая лапки. А здесь еще какие-то белочки. Это белочки или бурундуки. Кушают бананчик. Такая милота вообще. Так, друзья, продолжаем ходить гулять, и вот наткнулся, все давно хотел вам показать, такие вот пожарные гидранты в американском стиле.
интересно выглядят, добавляют атмосферы, антуражности какой-то. Честно говоря, не знаю, как они тут появились. Либо вьетнамцы тоже используют такую же систему, либо это осталось еще когда со времен войны вьетнамско-американской. Кстати, у нас называют эту войну Вьетнамской войной, во Вьетнаме ее называют Американской войной. Не вздумайте какому-нибудь вьетнамцу сказать, что это Вьетнамская война. Так, друзья, нагулялись мы на сегодня, очень жарко. Вот к вечеру немножко ветерочек начал появляться, так душновато, жарко гулять. Зашли в торговый центр, который я показывал вам в предыдущем своем ролике. Если не смотрели этот выпуск, обязательно посмотрите. Но мы зашли сюда за продуктами. Сейчас зайдем в Винмарт. В этом магазине мы еще не были. И купим продукты домой. Кстати, у меня еще есть 2 выпуска с обзором цен на продукты. Если не смотрели, обязательно смотрите. Ссылочки будут у вас вот здесь всплывут, и плюс оставлю их в описании под этим роликом. А еще интересно, что у них продуктовые почему-то находятся на высоких этажах, не на первом. Да, такая тоже особенность есть. Если у нас в России, по-моему, всегда на продуктовый магазин находится либо на 0-м этаже, либо на 1-м. Итак, зашли, сам магазин вот таким образом выглядит. В принципе, обычный супермаркет, ничего особенного, примечательного не вижу. Сейчас осмотримся, будем покупать, буду показывать, что будем брать, сколько стоит. Так, берем мыло. Вот в такой упаковке стоит 127 тысяч донгов за 800 грамм. Еще берем вот такой ополаскиватель Для рта 52 тысячи. 52 тысячи донгов. Так, дальше берем туалетную бумагу. Вот такая, тут 10 штук, огромная упаковка, удобно, что можно вот так нести. Стоит 127 тысяч донгов. Зашли в чайный отдел, а здесь, смотрите, есть чай Нести в пакетиках. Интересно, первый раз вижу Нести в такой упаковке. Так, увидели тут наши любимые бисквитики Кустас со скидкой 29 тысяч донгов. Берем. Так, зашли в отдел с соусами и берем соевый соус домой. Будем готовить. Стоит 18 600 донгов. Так, среди этого множества соусов еще искали терияки, не нашли. Вот решили взять вот такой вот какой-то на пробу. Стоит 17 400 донгов. Небольшая бутылочка, возьмем, попробуем. Зашли в отдел с макаронами. Тут, как всегда, огромный стеллаж. Вот этот весь посвящен лапше быстрого приготовления. А мы возьмем обычных макарон. Вот такие вот спиральки. Стоят 300 грамм, 23 тысячи донгов. И фунчозу 25 тысяч донгов. Дальше у нас каша на повестке дня. Овсянка стоит 103 тысячи донгов. Вот такая вот упаковочка, прозрачная, можно посмотреть, как выглядит. 450 грамм берем. Итак, друзья, дальше у нас молоко. Берем вот такое, знакомое нам, мы уже берем его. Стоит обратить внимание вот на вот эту надпись «Нгуен Чат». Примерно так это звучит, не знаю, вряд ли я правильно произношу. Особенность молока здесь то, что оно подслащенное, сладкое. И вот эта надпись как раз означает, что оно будет без сахара. Если вы хотите более классическое молоко, к которому мы привыкли, то обращайте внимание на эту надпись. Так, друзья, дальше у нас зелень на повестке дня. Наша любимая трава, кинза, зеленый лучок и, наверное, сейчас листья салата. Давай посмотрим, возьмем. Трава это по 7600 стоит, лук и кинза. Салатик вот такой вот свеженький стоит 34 тысячи донгов. Что-то дорого как будто. Может, это ценник не отсюда за килограмм. Может быть, они как-то взвешивают. Наверное, да, взвешивают. Но, в общем, это за килограмм цена. Да, вот листья салата надо взвешивать, оказывается. Вот нам вот этот вышло 7300.
Да, ребят, здесь, конечно, более скудный выбор и в плане овощей, фруктов, особенно мяса. В Лотте-Март намного больше выбор. Вот здесь, по сути, вот этот холодильничек, это и есть весь выбор. Достаточно скудно, мяска мало. Вот так выглядит, а про курицу я вообще молчу. То есть здесь вот курица ограничивается только вот этими лотками. И тут крылья, филе, грудка и вот окорочка ножки и бедрышки, я так понимаю. И все на этом. А в Лотте-Март же, помните, да, какой выбор огромный. Если не смотрели этот выпуск, обязательно посмотрите. Там более широкий выбор, конечно, в этом плане. Наверное, да, и мы, наверное, все-таки будем ходить туда, потому что скудновато. В общем, скудновато, но мы вот берем курочку, филе, грудки. Стоит тут такой лоток 55 588 донгов. До копейки посчитали все буквально, ребята. Так, решили еще взять фарш, я так понимаю, свиной, стоит 49 399 донгов за 412 грамм. И сейчас еще пройдем, возьмем, мы видели там набор для болоньезе. А в дополнение к фаршу берем вот такой вот наборчик, заметили, написано промоушен и на этикетке. Стоит 146 тысяч донгов, то есть входит баночка, соус для болоньезе и спагетти, собственно. Стоит обратить внимание, что отдельно спагетти стоит 73 тысячи донгов, и вот эта баночка, сейчас покажу, где она, вот здесь, стоит тоже 146 тысяч донгов. То есть вот такой вот наборчик выгодно взять. Их там всего 2 штуки, но мы один возьмем, нам хватит. Вы еще успеете забежать и приобрести. Набрели на фрукты. Сейчас возьмем апельсинков. Апельсины, кстати, обратите внимание, они здесь зеленые. Внутри все отлично, они такие же оранжевые, как и у нас. Взяли пару апельсинчиков, обошлось нам это в 10 157 донгов. Зеленые апельсины. Дальше берем огурчики, вот такие вот, полкилограмма, стоят 14 800 донгов. Берем 2. Взяли морковочку, 2 штуки, стоит 8000 донгов. Дальше куриные яйца, десяток, стоит 24 тысячи донгов. Берем. Так, дальше берем сосиски, вот такие, стоят 54 тысячи донгов. Мы такие еще не пробовали, но попробуем. Так, дальше берем йогурты, вот такие, 4 штучки, 7900 донгов. Дальше берем масло, мы такое уже брали, собственно, молоко этой фирмы, 200 грамм, ценника почему-то нету. Потом по чеку посмотрю, скажу, сколько стоит масло. Так, ребята, разгружаемся, наши корзины. Разгружаем наши корзины, девочки складывают. Обратите внимание, да, на кассе всегда тут есть человек или сам кассир, он упаковывает, собственно, ваши покупки, складывает в пакеты, и причем очень хорошо это делают, то есть соблюдают продуктовое соседство, они бытовую химию отдельно, овощи отдельно, мясо, мясные изделия отдельно, молочку отдельно, то есть вот все качественно и круто делают. Sama. Ay, naman ba? Thank you for you. Goodbye. Have a good day. Все, ребят, расплатился. Сейчас будем выдвигаться домой. Дома разложу все покупки, пробежимся по чеку и подведем итоговую стоимость наших закупок сегодняшних. Так, друзья, мы уже дома, в общем, добрались, шли пешком, казалось, все так близко, как-то тяжко далось. Мне кажется, мы когда в прошлый раз возвращались с покупками, у нас было 10 пакетов, там, а они весили меньше. В общем, давайте кратенько обзор покупок, я вот разложил.
Получается у нас туалетная бумага, овсянка, макароны, фунчоза, ополаскиватель для полости рта, мыло такое, йогурты, тут такое вот интересное какое-то фруктовое молоко местное, обычное молоко, сливочное масло. Кстати, цену по чеку посмотрел, 65 тысяч оно стоит. Кустас сладенькое, куриные яйца, куриное филе, фарш свинины, морковка 2 штучки, огурцы килограмм, листья салата, лук зеленый, кинза, 2 зеленых апельсина. Дальше у нас получается соус. Один какой-то новый взяли на пробу, один соевый соус. Вот такой вот наборчик для приготовления болоньезе, спагетти и соус, собственно. Сосиски. Так, ну и все. Вот так выглядят, собственно, наши покупки. Давайте посмотрим на чек. Чек вот выглядит вот таким вот образом. Получается общая сумма 1 130 000. А, нет, вот 1 081 100 донгов. В общем, вот такой вот результат нашего похода в магазин. Не знаю, дорого это или дешево, но нам этот магазин не очень понравился в связи с тем, что там маленький выбор. Помидоры, допустим, мы вообще не смогли взять, потому что они там какие-то странноватые, достаточно зеленые, и даже брать не захотелось такие помидоры. Конечно, если закупаться вот так, то лучше в Лотте-Март пойти и обратно вернуться на такси, потому что тут, кажется, вроде бы и близко, легко дойти, а с пакетами идти достаточно тяжело. В общем, такой сегодня выпуск. Надеюсь, вам понравился. Спасибо, что досмотрели его до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, не забывайте, там много всего интересного. А на этом все. Всем спасибо. Еще увидимся. Пока.